Всем привет! Сегодня будет последнее видео по ремонту и благоустройству мастерской на 4 квадратных метрах. Это не означает, что последнее видео вообще из этой мастерской. Это означает, что наконец-то я тут полноценно начинаю работать. Давайте я расскажу, наверное, несколько слов о том, чем был занят в последнее время. В последнее время я машину доделывал, переваривал на ней кузовщину. Затянулся этот проект у меня очень надолго. В общем, последний год у меня два крупных проекта в свободное время было. Это кузовщина своего легкового автомобиля и обустройство вот этой вот мастерской. Оба проекта завершены. Теперь, наверное, займусь тем, что наобещал и в железячной теме, и по электронике. Видео, думаю, будет выходить гораздо чаще и более стабильно. Так, ну а теперь по мастерской. Покажу, что было проделано с момента выхода последней части. Так, тут у нас сигнализация, монитор, клавиатура, розетки. Кстати, о розетках. Дополнительно я вывел сюда 4 розетки. И здесь 4 розетки. Причем эти у нас без евроразъема, без заземления. Очень удобно. Провод не пересекает рабочую зону на столе и нет риска что-то уронить, зацепить, повредить, потерять и так далее. Но вернемся к нашим баранам. Кто следит за телеграм-каналом, я там выкладывал фотографии вот этого вот стола деревянного. Сделан он из бруса 50 на 100. Специально делал помощнее, чтобы выдержал запасом вес ЧПУ станка. Сейчас он весит около 70 килограмм. Но потом, когда я положу вот эту вот плиту туда, стальную, она весит 65, по-моему, килограмм. Он будет весить 140-150 килограмм. И надо, чтобы это дело устойчиво стояло. ЧПУ уже работает, все нормально. Где у меня системник находится? Системный блок находится здесь. Вот тут вот находится бесперебойник. А вон там вот полочка под столешницей, и там контроллер находится. То есть пространство стараюсь использовать по максимуму. Так, тут также расположился новый зверек, заточной станок для граверов. Но пока у него нет цангодержателя. Надо будет приспособить что-то. Пока он просто лежит. Пространство под столом тоже стараюсь запользовать по максимуму. Тут вот коробочка с шурупами. Там заготовки и прочее. Здесь у нас ящики расположились. Так, тут все пока что без изменений. Немножко переехали, перетасовал штангенциркули. НГФ на своем месте. Столик немножко я переделал, зашил боковины. А снизу поставил вот такие вот упоры. Из болта 16 миллиметров. 16 на 200, по-моему.
Сверху приспособил полку. Раз. Вот там вот два. Тоже на таких же кронштейнах, как и вот эти вот полки. Над проходом 3. Из интересного. Так. Тут поверочная плита. Чтобы ее не таскать и чтобы она место не занимала. Она у меня на выдвижной тележке. Тележка используется с тренажера. Так. Конвектор на 1,5 киловатта. Он в пространстве между сверлилкой и НГФом. Помещение довольно быстро прогревается. В помещении 10 градусов. Как включил, было 0. То есть за 15 минут довольно быстро нагрелась. Но дверь надо будет еще утеплять. Сквозь вот эти щели между досками очень хорошо сифонит ветер. Что осталось сделать? Осталось сделать вот тут правее рабочего стола. Столик для ТВ-16 будет располагаться, а сам ТВ-16 уже в разобранном состоянии. Ну, то отдельная песня. В скором времени займусь 1D601. Надо будет его уже доделать. По поводу освещения. У меня довольно-таки много точек освещения. Но этого все равно мало. Мало света не бывает. Так. Ляда в подвал. Включил там свет. Здесь я утеплил пеноплексом. Почему я так сделал? Да потому что как только начались морозы, начал сильно скапливаться конденсат на ляде. Но в целом тут довольно-таки сухо. Но вот такие вот моменты, это из-за того, что я снаружи не забетонировал двор нормально. Там стоит вода и стена впитывает влагу. Это не с подвала, это с улицы тянет влагу. Тут тоже. Я тут выписал на листок базовые правила, которыми я пользовался при благоустройстве этой мастерской. Я их зачитаю. Итак, принципы размещения инструментов в мастерской. Брать редко используемое поглубже, часто используемое развешать и разложить перед собой. Чем чаще использую, тем ближе должно лежать или висеть. То есть оно должно размещаться в пределах доступа рук, чтобы не приходилось нагибаться. То, что редко использую, ну, как можно глубже. Вот, например, тут у меня лежат такие вот ключи, я их использую редко. Те ключи, которые часто использую, я вывешивал себе вот сюда вот. Ну и так далее. То есть на нижних полках тоже должно лежать то, что использую часто. На самых высоких полках то, что использую как можно реже. Инструмент должен легко переставляться, так как невозможно сразу определить оптимальное размещение инструмента. Я уже, еще толком не начав работать, понял, что
правильно поступил, используя вот эту вот систему French Clit, или как она называется там. Уже местами туда-сюда, потому что кое-что добавляется, кое-что убирается, кое-что мешает, приходится убирать. Так, много света. Именно поэтому стены и потолок белые. Должно быть мощное общее освещение и много точек местной подсветки. Чем больше, тем лучше. Мне крайне дискомфортно работать в темноте. Из-за этого очень часто можно промахнуться с разметкой, с размерами, потерять мелкие винтики и прочее. Да и к тому же глаза не приходится напрягать. Вот что немаловажно. Розеток много не бывает. Я еще не начал работать, а мне их уже мало. Под стационарное оборудование стационарно размещенные на стене розетки. Для инструмента, подключаемого периодически, удобно использовать розетки, закрепленные на фронтальной части столов. Меньше проводов через стол, больше пространства и меньше вероятности что-то уронить. Еще один из моментов таких — это магниты от старых динамиков. Кольцевые. У меня тут уже около десятка. Во-первых, на станках висят, я закрепляю на них ключи. Вот. Во-вторых, не знаю, видно, не видно, у меня тут уголок мощный, на нем штук 5 магнитов. И там кисточки, рулетки и прочее на магните висят. И это только начало. Я думаю, еще магнитов докупить или некоторые динамики раскурочить, чтобы разместить побольше магнитиков. Так. Вот написать написал, а еще не приспособил. Обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и аварийное отключение электроэнергии. Огнетушитель надо заправить. Аптечку в скором времени куплю. Ну, а аварийное отключение электроэнергии у меня присутствует. Везде должны оставаться проходы достаточной ширины. У меня тут основные проходы 90 сантиметров. В некоторых местах 70. Также немаловажный момент — это то, что углы вот такие вот должны быть скруглены, потому что когда наклоняюсь, есть вероятность копчиком сильно повредить себе. Поэтому острые углы столов и прочей мебели и станков должны быть притуплены. Все пустующее пространство должно быть запользовано по максимуму, но при этом ничего не должно мешать рукам, ногам и голове. Ну, как видите, пока пространства мне хватает. Как Денис Береговой шутит, что у меня гномячая мастерская для гномиков. Ну ничего. Одному тут вполне комфортно работать. Обязательно должны быть хламная коробочка и мусорное ведро. Ну, в качестве мусорного ведра я обычно использую коробки. Ну а в качестве
у меня пока поднос, старая обгоревшая форма для выпекания, и вот та вот полочка. Там метизы, которые надо еще рассортировать. В главную коробочку идут вещи с временно неопределенной судьбой, а в мусорное ведро с вполне определенной. Но вот такие вот базовые принципы, которыми я руководствовался при благоустройстве этой мастерской. Если кто-то воспользуется, я буду рад. Ну, на этом все. До новых встреч. Пока. Бонус для тех, кто досмотрел до конца. Перед вами делительная головка, не универсальная, так как на ней отсутствует шестерня дифференциального деления. Просто ДГ, делительная головка. Год производства не знаю, а вот как называется, знаю. В Британии выпускались фрезерные станки Tom Sailor. И вот в комплекте к ним шла вот такая головка. Угольник тут не зря. Высота 150. Высота центров 100 миллиметров. Конус Морзе 2. 1 к 40. И еще один запасной диск в комплекте. Состояние близко к новому. Но я думаю, всем понятно, что размер как раз под НГФ. В каком-то из своих видео я показывал заготовку вертикальной головы. Пока я думал, как ее сделать, я купил уже готовую голову. Также я показывал заготовку делительной головки. Пока я думал, как ее сделать, я уже купил делительную головку. Но из той заготовки, из корпуса, я собираюсь сделать долбежную голову. А из заготовки под делительную головку будет поворотный столик. Думаю, эти проекты дождутся своего времени. А пока, наверное, в ближайшее время нужно будет 1D601 и ТВ-16 собрать и запустить в работу. Ну все, всем пока.